Что если я скажу тебе, что человек, которого ты считаешь просто футболистом, давно перестал им быть? Что за закрытыми воротами его дворца происходит кое-что, о чем не пишут ни один спортивный журнал, ни одно таблоидное издание. Кое-что настолько невероятное, что когда ты узнаешь, ты уже не сможешь смотреть на него так же, как раньше. Мы провели месяцы, собирая информацию по крупицам, из закрытых источников, из показаний людей, которые работали внутри его команды и подписали соглашение о неразглашении. Часть того, что ты сейчас услышишь, никогда не публиковалась публично, и есть причина, по которой это так. Роналду скрывает кое-что. Не от папарацци, не от журналистов, от тебя. Подожди, не уходи, потому что дальше страшнее. Есть информация о том, что происходит с его телом по ночам. Медицинские процедуры, которые официальная наука называет экспериментальными. Вещи, которые он делает с собой ради одной цели, и эта цель тебя шокирует. Есть кое-что о его доме. Комната, которую не показывают ни в одном интервью. Место внутри его дворца, о котором знают лишь единицы из его ближайшего окружения. И то, что там происходит, изменит твое понимание того, кем на самом деле является этот человек. Есть история об автомобиле. Одном конкретном автомобиле, который официально принадлежит анонимному покупателю. И если ты досмотришь до конца, ты сам сделаешь вывод, кто этот покупатель. Подсказка. Это не просто машина. Это 19 миллионов долларов, купленных в тайне. Есть правда о его охране. О том, что они делают с людьми, которые подходят слишком близко. О протоколах, которые активируются, когда кто-то пересекает черту. Это не служба безопасности богатого спортсмена. Это нечто другое. И, наконец, есть то, о чем он никогда не говорит публично. То, ради чего он на самом деле строит все это. Дворцы, самолеты, яхты, биотехнологии, охрану – все это части одного плана. Плана, который выходит далеко за пределы футбола, за пределы славы, за пределы денег. Когда ты узнаешь, ради чего это все, тебе будет не по себе. Не потому, что это плохо, а потому, что ты поймешь, этот человек думает о своей жизни иначе, чем любой другой человек на планете. Оставайся до конца. Самое интересное впереди. И помни, некоторые вещи нельзя развидеть. 6 утра. Большинство людей еще даже не слышали будильник. А в одном из дворцов Эр-Рияда уже началась работа. Не тренировка, не зарядка. Именно работа. Четкая, выверенная, дорогостоящая. Первое, что делает Роналду после пробуждения, это не кофе и не телефон. Он заходит в криокамеру. Температура внутри опускается до минус 120 градусов. 3 минуты. Ровно столько нужно, чтобы система организма перезагрузилась полностью. Воспаление уходит, нервная система активируется, тело переходит в боевой режим. Сама камера стоит около 400 тысяч долларов, дороже, чем большинство квартир в любом крупном городе России. И это только начало утра. Когда Роналду выходит из камеры, его уже ждут 2 персональных тренеров. Они приносят заранее разогретые полотенца и прикрепляют к его телу биометрические датчики. На грудь, на руки. В режиме реального времени на зеркальной стене появляются данные СМОТТС. Вариабельность сердечного ритма, уровень мышечной усталости, готовность к нагрузке. Эта информация определяет, как именно пройдет тренировка сегодня. Не по ощущениям, по данным. Сам спортзал – это отдельная история. Его строительство обошлось примерно в 5 миллионов долларов. Мраморный пол итальянского производства. Гантели из черного хрома. С гравировкой. CR7. Потолок из оптоволокна, который меняет цвет синхронно с каждым ударом сердца. Беговые дорожки автоматически подстраивают угол наклона, скорость и температуру воздуха под конкретную программу тренировки, без единой команды от Роналду. Система делает все сама.
И вот здесь многие думают, что это уже предел. Но нет. Рядом со стойками для штанги стоит гипербарическая кислородная камера. $200 тысяч. После силовой нагрузки Роналду проводит в ней время, пока его мышцы восстанавливаются в условиях повышенного давления кислорода. Быстрее, глубже, эффективнее, чем это возможно в обычных условиях. К 7 утра тренировка завершена. И именно в этот момент на сцену выходят 5 шеф-поваров. У каждого своя зона ответственности. Первый занимается исключительно белками. Второй – углеводами. Третий отвечает за гидратацию. Четвертый – за микроэлементы. Пятый, старший шеф, контролирует вкус и температуру каждого блюда перед подачей. Это не ресторан. Это лаборатория питания в формате завтрака. Стоимость одного приема пищи – около $1000. Не потому что порции огромные, а потому что каждый продукт доставляется свежим из страны происхождения. Яйца летят из Португалии, лосось из Норвегии, ягоды из Франции, оливковое масло из Греции. Свежевыжатый сок готовится из саудовских фиников и импортных апельсинов. Пропорции рассчитаны под гликогеновые показатели утреннего сканирования. Роналду ест босиком на подогреваемом каменном полу. Воздух в доме поддерживается ровно при 18 градусах по Цельсию. Это не прихоть, это параметр, влияющий на скорость метаболизма. После завтрака спа-крыло. Инфракрасная сауна, стены которой светятся красным на фоне полированного известняка. Затем контрастные циклы, жар сменяется холодом по программе, которую заранее составил физиотерапевт. Роналду не думает о том, что делать дальше. Система думает за него, чтобы он мог тратить всю ментальную энергию только на футбол. К 8 утра утренний протокол завершен. Между оборудованием, персоналом и продуктами он уже прошел через $10 тысяч расходов. И это до того, как большинство людей выпили первую чашку кофе. Каждая деталь – воздух, вода, свет, еда – настроена под одну цель – удерживать самое дисциплинированное тело на планете в состоянии абсолютной готовности. Для Роналду утро – это не про комфорт. Это про контроль. И если его утро выглядит как кадр из научной фантастики, то что тогда происходит за стенами дома, в котором все это разворачивается? Когда Роналду подписал контракт с саудовским клубом, он не просто переехал в другую страну. Он переехал в другое измерение. То, что называют его резиденцией в Эр-Рияде, это не дом в привычном понимании. Это частный мир, выстроенный с нуля, посреди пустыни. С высоты птичьего полета поместья выглядит как 5-звездочный курорт. 10 акров пустынной земли, превращенных в зеленый оазис. Но каждый сантиметр этой территории принадлежит одному человеку. Стоимость основного здания – около $300 миллионов. Белый камень для фасада везли из Греции. Пальмы вдоль аллей – из Марокко. Внешне стены поднимаются выше, чем большинство городских зданий. Но все по-настоящему интересное начинается внутри. 17 спален, 10 мраморных ванных комнат. Бальный зал размером с баскетбольную площадку. И прямо в центре дома трехэтажный водопад. Настоящий, живой, падающий вниз сквозь все здание. Пол под ним – подзагреваемое стекло. Только эта деталь стоит больше $1 миллион. Стены украшены цифровыми экранами, на которых в постоянной ротации идут лучшие моменты. Карьеры Роналду, голы, трофеи, обложки журналов. Каждый экран обрамлен в раму из 24-каратного золота. По ночам потолки меняют цвет, имитируя закат над пустыней. Система освещения, которая это делает, обошлась почти в $5 миллионов и умеет воспроизводить дневной свет любого города, в котором Роналду когда-либо играл. Это уже само по себе звучит как что-то из кино. Но настоящая тайна этого дома спрятана под землей. Под основным зданием находится двухуровневый подземный комплекс, о существовании которого знают единицы. Первый уровень – полноценная спа,
криокомната для восстановления, зал для массажа, сауна, ледяные купели и паровая комната из солевого кирпича, которая светится золотым. Второй уровень – закрытый тренировочный бункер с искусственным газоном, боксерской зоной и высотной камерой, позволяющий регулировать уровень кислорода в воздухе. Строительство только этого подземного мира обошлось примерно в $40 миллионов. Безопасность для поместье организовано на уровне президентской резиденции. 20 охранников работают посменно по 12 часов. Периметр отслеживается камерами с распознаванием лиц, связанными с круглосуточным командным пунктом. Главные ворота бронированы, одна только их инженерная разработка стоила около $1 миллиона. Семья Роналду живет здесь как в отдельном государстве. Его дети учатся в домашних классах, оснащенных цифровыми досками. Репетиторы подключаются удаленно из Лондона и Лиссабона. Джорджина Родригес имеет личную гардеробную, по площади сравнимую с полноценной квартирой, с отдельным хранилищем украшений, открывающимся по отпечатку пальца, разработанным эксклюзивно пахнет одинаково уникальным ароматом, разработанным эксклюзивно для этого поместья той же компанией, которая создает запахи для лучших отелей мира. За домом спрятан футбольный газон, но необычный. Он выровнен лазером, засеян гибридной травой, привезенной из Испании, и освещается стадионными светодиодами, так что Роналду может тренироваться в полночь в условиях, идентичных профессиональному матчу. Только этот газон добавляет к общему счету еще $2 миллиона. Есть в этом поместье и тихое место. За садом, в стороне от всего, небольшая личная часовня, куда Роналду уходит один. А на крыше открытый лаунж с панорамным видом на горизонт Эр-Рияда. Весь комплекс работает на возобновляемой энергии. Резервные генераторы спрятаны под двором. Ежегодные расходы на содержание этого места исчисляются миллионами, и это без учета персонала. Это не просто дом. Это крепость, святилище и монумент, построенный под одного человека. Гараж Роналду – это не место, где паркуют машины. Это хронология жизни, записанная на 4 колесах. Каждый автомобиль здесь – это момент. Определенный уровень, определенная эпоха, определенная версия человека, который его купил. В начале карьеры Роналду ездил на том, на чем ездят дети богатых родителей сегодня. Несколько Audi от спонсоров Реал Мадрида, RS7, Q7, S8, Range Rover Autobiography, Maserati Gran Cabrio, Porsche Cayenne Turbo. Тогда это были машины мечты. Сейчас они стоят в дальнем углу гаража, как напоминание о том, с чего все начиналось. Фон. Декорация. Потому что потом деньги перестали быть просто большими. Они стали бесконечными, и гараж начал превращаться в музей. Ferrari F12 TDF стоимостью около $600 тысяч создавалась как дань уважения с старым гоночным Ferrari времен Tour de France. Таких машин выпустили всего 800. Весь кузов – карбоновое волокно, настолько легкое, что капот можно поднять одной рукой. Рядом с ней стоит Ferrari Monza SP1 за $2 миллиона. Без крыши, без лобового стекла, кокпит обшит алюминием авиационного класса. Это одна из редчайших Ferrari на планете. Купить ее нельзя просто так, только по личному приглашению от компании. Lamborghini Aventador LP 700-4, $500 000 итальянской ярости в форме клина. До 100 км в час меньше, чем за 3 секунды. Максимальная скорость больше 320 км в час. Но самая безумная деталь не в характеристиках. Двигатель этой машины собирает вручную один конкретный мастер – Мактор. На заводе в Сант'Агата-Болоньозе, и перед отправкой ставит на блок свою подпись. Один человек, одна подпись, один двигатель. Когда Роналду нужно взять с собой семью, он берет Lamborghini Urus, $300 тысяч SUV, который едет как суперкар.
Макларен Сенна. За $1 000 000 это уже совсем другая история. На максимальной скорости машина создает прижимную силу, превышающую собственный вес. Теоретически она могла бы ехать по потолку, если бы существовала дорога. Двери сделаны из прозрачного стекла, сидя внутри, ты видишь асфальт, летящий под тобой. Aston Martin DBS Superleggera за $350 000. Это то, на чем ездил бы Джеймс Бонд, если бы вышел на пенсию богатым. Двигатель V12 с двойным турбонаддувом. Перед отправкой покупателю лакокрасочное покрытие полируется вручную более 200 часов. Теперь Rolls-Royce, потому что именно здесь роскошь переходит в другое измерение. ГОСТ за $400 000, салон настолько тихий, что уровень шума внутри ниже, чем в библиотеке. Phantom Drophead Coupe ближе к $500 000. Задняя спалуба отделана тиковым деревом, запечатанным 9 слоями морского лака, чтобы выдерживать морскую воду. Но самый безумный Rolls в коллекции Роналду – Phantom Tranquility Edition. Таких машин существует 25 штук в мире. Центральная ручка регулировки громкости в этом автомобиле сделана из фрагментов метеорита Мунан-Алуста, упавшего на Землю в Швеции около 4,5 миллиардов лет назад. Роналду буквально регулирует музыку кусочком космоса. Bentley Continental GT Speed и Flying Spar, каждый около $300 000. Рули обшиты кожей скандинавских быков. Не коров, именно быков. Потому что у коров появляются растяжки, и Bentley не использует ни одного несовершенного куска кожи. И все же. Все перечисленное – это разминка перед главным. Bugatti. Роналду владеет 3 подтвержденными экземплярами, и, возможно, 4-м. И именно в этом кроется самая интригующая загадка всей коллекции. Bugatti Veyron Grand Sport Vitas за $2,5 миллиона стала первым серийным автомобилем в истории, одолевшим отметку в 420 км в час. Воздухозаборники поглощают столько воздуха в минуту, что могут наполнить комнату. Bugatti Chiron за $3 миллиона. Система охлаждения прогоняет почти 40 литров охлаждающей жидкости через двигатель каждые 20 секунд. Иначе он просто расплавится. Bugatti Centodieci за $9 миллионов, один из 10 существующих в мире. Создавалась как дань уважения основателю марки, собиралась вручную больше года. Каждая фара – лазерно вырезанное стекло, которое стоит дороже среднего автомобиля. А теперь та самая деталь, о которой говорят шепотом. Bugatti Lavature Noir. Самый дорогой серийный автомобиль в мире – $19 миллионов. Продан анонимному покупателю. В тот же год, когда Роналду заказал Centodieci. Машина черная снаружи, черная внутри, белая точка на сиденьях, минималистичный интерьер. Это в точности его эстетика, его вкус, его стиль. Если покупатель он, то в одном гараже стоит коллекция Bugatti на сумму более $30 миллионов. Ходят слухи и о Koenigsegg CCXR Trevita около $5 миллионов. Кузов сплетен из карбонового волокна с добавлением алмазной пыли. Его повседневный внедорожник Ferrari Purosangue начинается от $400 000. В сумме коллекция не смотрится. С Роналду оценивается примерно в $50 миллионов. Машины распределены между резиденциями в Португалии, Испании и Саудовской Аравии. Некоторые заводят раз в месяц, просто чтобы двигатель не умер в тишине. Для Роналду это не транспорт, это отметки на шкале жизни. И последняя машина, которую он обычно берет из гаража перед отъездом – Rolls-Royce Cullinan. Он везет его в аэропорт. Но не в тот терминал, который знаком большинству людей. Когда Роналду едет в аэропорт, он не идет на регистрацию, не стоит в очереди, не ждет посадки. Его автомобиль въезжает прямо на летное поле, и он поднимается по трапу в собственный самолет. Охрана уже на месте, экипаж уже готов.
машина уже прогрета. Его первым частным самолетом был Gulfstream G200 стоимостью $25 миллионов. Вместимость – 10 пассажиров. Дальность полета – больше 5000 километров без посадки. Внутри кожаные кресла-реклайнеры, столики из полированного ореха, золотистые акценты вдоль стен. Полноценная кухня, 2 санузла, спутниковый интернет. В то время, когда большинство футболистов летели эконом-классом, Роналду уже смотрел матчи в небе. Это был не просто самолет, это было заявление. Но это был только первый уровень. Gulfstream G650 обошелся примерно в $75 миллионов и изменил само понятие частного перелета. Дальность – больше 13 тысяч километров без дозаправки. Лиссабон, Лос-Анджелес, Эр-Рияд, Нью-Йорк. 1 рейс без остановок. Скорость – близкая к звуковому барьеру, но внутри тишина, как в дорогом отеле. 18 пассажиров, полноценная столовая, королевского размера кровать, 2 санузла, кухня, где шеф может готовить настоящие блюда прямо в воздухе. Стены обшиты кожей ручной работы бежевого цвета. Иллюминаторы почти метр в ширину каждый, крупнейшие в истории частной авиации. Когда летишь на такой высоте, при таком свете, кажется, что обедаешь над облаками. И вот деталь, которая объясняет многое. Давление воздуха в салоне G650 поддерживается на уровне, соответствующем высоте 900 метров над морем, даже когда самолет летит на 12 тысячах. Это означает, что тело Роналду практически не замечает перелета. Он приземляется и сразу идет на тренировку. Джетлага нет. Организм не знает, что только что пересек несколько часовых поясов, параллельно с личным самолетом, по имеющимся данным. В его распоряжении есть бомбардир Global 6000 стоимостью около $55 миллионов. Этот борт предназначен для его команды менеджмента и охраны, они летят отдельно, пока Роналду движется своим маршрутом. Такие самолеты используют главы государств. Внутри переговорные столы, спальные места, шумоизоляция настолько плотная, что звук двигателей не слышен совсем. Это не самолет сопровождения, это летающий штаб. Но есть еще один борт, и именно он превращает весь флот в нечто совершенно другое. По имеющимся данным, Роналду является владельцем Gulfstream G700, новейшего и самого роскошного частного самолета из когда-либо построенных. Стоимость – около $90 миллионов. Он длиннее, быстрее и тише всего, что существует в гражданской авиации. 20 иллюминаторов, 10 спальных мест, отдельная мастер-каюта с личным душем. X-конфигурация – это отдельный разговор. По имеющимся данным, внутри установлена небольшая тренировочная зона, кресло для криовосстановления и оптоволоконный потолок, который воспроизводит звездное небо над Мадейрой, его родным островом. На высоте 12 тысяч метров Роналду засеет под теми же созвездиями, под которыми рос. Система освещения автоматически подстраивается под часовой пояс места назначения, постепенно перекалибруя биоритмы прямо в полете. Общая стоимость всего воздушного флота превышает $240 миллионов. Каждый борт обслуживается постоянно и готов к вылету в любой момент. Пока другие пассажиры проходят паспортный контроль, Роналду уже набирает высоту. Это не путешествие, это телепортация с кейтерингом. И когда он приземляется, его уже ждут не такси и не автобус трансфера. Его ждет другой мир. Есть что-то особенное в том, как богатые люди отдыхают на море. Большинство арендует яхту на неделю, фотографируется на палубе и улетает домой. Роналду не арендует ничего. Он владеет. Его первая крупная яхта – Азимут Гранде, 27 метров, 90 футов в длину, больше $7 миллионов. Он купил ее сразу, после Чемтиманятидя, как личный подарок себе. 5 кают класса люкс, 6 санузлов, мокрый бар,
кормовая терраса с белыми кожаными диванами. Два двигателя разгоняют ее до 52 км в час, быстрее большинства яхт вдвое меньшего размера. Внутри ощущение пентхауса, дерево ручной работы. Стены с полированным никелем. Кухня, как из мишленовского ресторана. Тренажерный зал, джакузи и выдвижная платформа в корме, которая опускается в воду как лифт. Просто заходишь в море с уровня палубы. Когда Роналду бросал якорь у берегов Амальфи или Майорки, яхта выглядела как плавучий курорт. Только обслуживание этого судна обходится примерно в $1 000 000 в год. Зарплата экипажа, стоянка, уход. Но это лишь то, что известно точно. Потому что параллельно, по имеющимся данным, строится кое-что значительно более серьезное. CR Superyacht – так называют проект в его окружении. Длина – больше 36 метров. Ожидаемая стоимость при завершении – около $40 миллионов. Корпус из углеродного композита глубокого серебристого цвета, вдохновленный эстетикой стелс-авиации и спортивных автомобилей. Тиковая палуба из бирманского дерева. Внутри полноценный тренажерный зал, мини-кинотеатр, сигарный лаунж и вертолетная площадка. Но главная деталь этого судна находится ниже ватерлинии. Под основной палубой запроектирована стеклянная гостиная с видом под воду. Ты просто сидишь в кресле и смотришь, как за стеклом плывут рыбы. Как в аквариуме, а океан снаружи. Каждая изогнутая панель этой комнаты стоит больше $200 000 и требует замены каждые несколько лет из-за давления воды. Когда Роналду выходит в море, это целая операция. Рядом идут лодки охраны. На борту личный шеф, несколько тренеров, минимум 10 членов экипажа и вся семья. 2-3 недели в Средиземноморье, Сардиния, Французская ривьера, Греция. Общие расходы на такой рейс с топлива, питание – $3 миллиона. Персонал и даже запах на яхте не случайный. Система ароматизации воздуха на борту использует нотки сандалового дерева и морского бриза, разработанные той же компанией, которая создает фирменный запах для отеля Бурдж Аль-Араб в Дубае. Роналду путешествует по морю не ради фотографий. Он уходит туда, куда папарацци не добраться. Открытая вода – единственное место на Земле, где самый узнаваемый футболист планеты может просто сидеть в тишине и слышать только волны. Его жизнь управляет пространством на суше, его самолеты – пространством в небе, его яхта – пространством на воде. И все же, если ты думал, что его резиденция в Саудовской Аравии – это единственный дом, ты сильно ошибаешься. Роналду собирает дома так же, как собирает трофеи. Каждый из другой эпохи, каждый из другой версии его жизни. Вместе они образуют нечто, что сложно назвать просто недвижимостью. Это личная империя, разбросанная по нескольким странам, стоимостью больше $150 миллионов. Начнем с Мадейры, с места, откуда все началось. Его дом на родном острове стоит примерно $8 миллионов и построен буквально над тем кварталом, где он вырос. 7 этажей, соединенных личными лифтами. Верхние уровни – панорамные стеклянные стены и бассейн на крыше с видом на Атлантику. Гараж рассчитан на дюжину суперкаров. Внутри есть небольшой личный музей, первые бутсы, ранние трофеи, юношеские футболки. А с балкона виден стадион, на котором он играл подростком. Каждое утро в этом доме – это визуальное напоминание о дистанции, которую он прошел. Мадридская резиденция обошлась примерно в $6 миллионов. Ее спроектировал архитектор Хоакин Торрес, тот же человек, который строил дома для партнеров Роналду по Реал Мадриду и для членов испанской королевской семьи. Чистые линии, белый бетон, стекло, гараж на 12 машин, крытый бассейн, домашний кинотеатр. В центре галерея трофеев с музейной подсветкой и климат-контролем. Золота там больше, чем в большинстве настоящих музеев. В Турине
Вилла за 10 миллионов долларов, вписанная в холм с видом на Альпы. 2 отдельных въезда с круглосуточной охраной. Мраморные лестницы. Полноценный спортзал. Подземный спа с круглым бассейном. Почти из каждой комнаты видны горы. Это дом, который прятал его от шума Ювентуса. И справлялся с задачей идеально. Манчестерская резиденция стоила около 7 миллионов долларов и стоит на территории больше 8 гектаров. Кинозал, подогреваемый бассейн, теннисные корты, крытый спа-комплекс. Роналду в итоге съехал оттуда по одной причине. Соседние овцы мешали ему спать. Когда ты можешь позволить себе жить где угодно, ты не обязан терпеть даже это. В Лиссабоне он владеет самой дорогой квартирой в истории Португалии, больше 7 миллионов долларов. Верхний этаж элитного жилого комплекса, панорамный вид на весь город, бассейн на крыше, личный спортзал с видом на горизонт. Лифт из подземного паркинга ведет прямо в квартиру, минуя все этажи. Окна пуленепробиваемые. И поверх всего этого дворец в Эр-Рияде, о котором уже было сказано все. Но есть одна деталь, которая объединяет все эти дома в единую систему. Каждая из его резиденций управляется через одно зашифрованное приложение на его телефоне. Освещение, температура, камеры безопасности – все это он контролирует из любой точки мира. Просыпаясь в Португалии, он уже может прогреть бассейн в Мадриде. Летя над Атлантикой, он видит в реальном времени, что происходит у ворот его дома в Турине. Для Роналду недвижимость – это не про доходность вложений, это про владение пространством. Каждый дом – физический трофей определенной эпохи. И пока эти дома стоят, эти эпохи никуда не уходят. Но то, как он себя представляет миру за пределами этих стен, это уже совсем другая история. Есть люди, которые носят бренды. И есть люди, которые сами становятся брендом. Роналду из второй категории. Причем он перешел туда не постепенно, а в какой-то момент просто переключил режим и обратно уже не возвращался. В начале карьеры все было иначе. Громкие логотипы, блестящие ремни, рваные джинсы. Стиль молодого парня с Мадейры, который внезапно оказался в мире больших денег и хотел, чтобы это было заметно. Сейчас та эпоха кажется далеким прошлым. Потому что сегодня его стиль – это выверенная тишина, идеально сидящие костюмы. Минималистичные украшения, полное отсутствие случайных деталей. Его гардероб – это отдельная вселенная. Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Tom Ford. Каждый костюм создается под его конкретные мерки, не просто по размеру, а буквально под форму его тела. Некоторые стоят больше 30 тысяч долларов за штуку. Кожаные куртки ручного производства. Шелковые рубашки, окрашенные натуральными пигментами. Коллекция дизайнерских кроссовок, суммарная стоимость которой – сотни тысяч. Но если в его гардеробе есть что-то, что останавливает взгляд сильнее всего, это то, что на его запястье. Коллекция часов Роналду оценивается в сумму больше 10 миллионов долларов. И каждый экземпляр – это не просто инструмент для измерения времени. Это скульптура. Jacob & Co. Caviar Tourbillon в зеленых бриллиантах – около $1 миллиона. 376 изумрудов, установленных вручную. Под прямым светом он сверкает как лазер. Frank Muller Invisible Baguette Diamonds Imperial Tourbillon. Больше 600 бриллиантов. Прозрачный корпус, через который проходит свет. Такая модель существует в нескольких экземплярах. Большинство людей не видели ее даже на фотографиях. Стоимость – около $2 миллионов. Rolex GMT Master Ice – примерно 500 тысяч. Бриллианты на безеле, на циферблате, на браслете. Это не та модель, которую покупают в магазине. Это та, на которую получают персональное приглашение. И отдельно Jacob & Co. Heart of CR7. Часы, созданные специально для Роналду в рамках партнерства с брендом. Белое золото, рубины и миниатюрное сердце на циферблате,
которое бьется ровно раз в секунду, как живой пульс на запястье. Стоимость больше $1,5 миллиона. За пределами одежды и часов бриллиантовые серьги, браслеты из цельного золота, дизайнерские очки от $10 тысяч за пару. Даже флаконы его парфюма выполнены в форме миниатюрных трофеев. Его бренд CR7 – это уже отдельная бизнес-империя. Духи, джинсы, обувь, нижнее белье, отель. Каждое направление приносит десятки миллионов в год. Но то, что делает все это особенным, это уровень контроля над деталями. Его фирменный аромат, который он носит ежедневно, был разработан в парфюмерной лаборатории в Мадриде. И состав меняется в зависимости от климата. Версия для Саудовской Аравии пахнет иначе, чем европейская, из-за разницы во влажности и температуре. Когда заходишь в магазин CR7, ты покупаешь не футболку. Ты покупаешь фрагмент образа жизни. Все, от упаковки до цветовой палитры, создано так, чтобы ощущаться вневременным. Для кого-то другого поддерживать такой уровень было бы работой на полную ставку. Для Роналду это просто то, как он одевается по утрам. Но за всем этим внешним блеском есть кое-что, о чем почти не говорят публично. То, что обеспечивает ему возможность все это носить и при этом спать спокойно. Когда ты один из самых узнаваемых людей на планете, спокойствие не приходит само. Его строят. Слой за слоем, человек за человеком, технология за технологией. И в случае Роналду эта система защиты работает с точностью, которую сложно назвать просто охраной. Это ближе к частно-военной операции. Рядом с ним постоянно находятся двое. Первый – бывший офицер португальского спецназа, специализирующийся на ближнем контакте и защите в условиях плотной толпы. Второй работает на опережение, сканирует маршруты, изучает толпу, выявляет потенциальные риски за несколько часов до того, как Роналду вообще появится в нужной точке. Когда начинается серьезная поездка, команда вырастает до 12 человек и больше. В нее входят водители, операторы дронов и специалисты по цифровой безопасности, которые в режиме реального времени отслеживают любое публичное упоминание его местоположения в интернете. Его транспорт – бронированные Mercedes Maybach. Каждый стоит больше $500 000 и выдерживает прямое огнестрельное воздействие и взрывную волну. Конвой движется как президентский кортеж. Четкий порядок, постоянная радиосвязь, отдельный координационный автомобиль на связи с местными силовыми структурами. Его дворец в Эр-Рияде мы уже видели изнутри. Теперь с другой стороны. Все входы оснащены биометрическими замками. Распознавание лиц работает на каждом участке периметра. Ворота зашифрованы и физически не могут быть открыты снаружи. Каждое окно пуленепробиваемое. В стенах спрятаны датчики вибрации, если кто-то попытается преодолеть ограждение. Система зафиксирует это раньше, чем человек окажется наверху. Центральный пост управления, из которого ведется наблюдение за всеми камерами и поддерживается прямой канал с местной полицией. Обошелся почти в $2 миллиона только на строительство. Но защита не заканчивается на нем одном. Джорджино Родригес передвигается с отдельной командой. Личный водитель, прошедший подготовку по экстремальному вождению и уходу от преследования. Двое охранников в гражданской одежде. Достаточно близко, чтобы среагировать за секунды. Достаточно далеко, чтобы оставаться невидимыми. И когда она едет на шопинг в Эр-Рияд или Мадрид, для большинства окружающих это просто красивая женщина с сопровождением. На деле это отлаженный протокол безопасности. Дети Роналду получают образование дома. Репетиторы приезжают из Англии, Испании и Португалии. Каждый из них проходит полную проверку биографии и подписывает соглашение о неразглашении, запрещающее обсуждать что-либо, связанное с семьей.
Онлайн-занятия ведутся через зашифрованные каналы. Даже образовательный процесс выстроен так, чтобы никакая информация не утекала наружу. На территории поместья дети играют свободно. Снаружи 8-футовые живые изгороди и стены со звукопоглощающим покрытием. Дроны охраны запрограммированы летать бесшумно, чтобы дети не слышали постоянного жужжания над головой и могли просто быть детьми. Когда семья летит куда-то вместе, логистика расписана поминутно. Частный автомобиль подъезжает прямо к борту. Самолет охраняет с местными властями вплоть до взлета. В точке приземления уже стоит другая команда машин и еще одна группа охраны. Они прилетели заранее. Со стороны это выглядит как беззаботное семейное путешествие. Внутри это военная операция с десятками участников. Роналду тратит на все это миллионы каждый год. Но это не паранойя, это необходимость. Когда ты настолько известен, твоя частная жизнь становится целью. И единственный способ защитить ее – выстроить систему, которая работает тихо, незаметно и абсолютно безотказно. Снаружи его жизнь выглядит как полная свобода. Но каждый момент этого спокойствия кто-то тщательно спроектировал. И пока охрана защищает его снаружи, есть кое-что, о чем почти не говорят публично. То, как Роналду защищает себя изнутри, буквально останавливая время. Почти 40 лет. Большинство профессиональных футболистов в этом возрасте уже завершили карьеру, дают интервью о былых временах и медленно превращаются в легенду прошлого. Роналду в этом возрасте все еще забивает голы на высшем уровне и двигается так, будто ему 25. Это не генетика, это инвестиции. Точные, дорогостоящие и абсолютно сознательные. В одном из крыльев его дворца в Эр-Рияде расположено место, о котором почти никогда не пишут в прессе. Полноценный центр биооптимизации с оборудованием, которое измеряет все: уровень кислорода в крови, скорость регенерации мышечных волокон, гормональный баланс, время когнитивной реакции. Каждую неделю его медицинская команда проводит полное сканирование тела, выявляя микроизменения, которые ЗМИСТ-врач, плост обычный, никогда не заметит на плановом осмотре. Один из ключевых инструментов этого центра – гидромассажная ванна стоимостью около $200 тысяч. Давление водяных струй регулируется автоматически на основе данных последнего сканирования. Система знает, где именно сегодня напряжены мышцы, и работает точечно. Никакого массажиста, никакого субъективного ощущения, только данные и механика. Следующий уровень – костюм электромышечной стимуляции. Электроды, подключенные к телу, создают тысячи мышечных сокращений в минуту в точном ритме с его сердцебиением. По эффекту это сравнимо с тренировкой, умноженной на 10. Роналду стоит почти неподвижно, а его мышцы работают. Маска кислородной терапии – около $80 тысяч. Во время кардионагрузки она чередует высококонцентрированный и разреженный воздух, заставляя легкие адаптироваться, как у альпиниста на высоте. Такие системы используют военные летчики и олимпийские спортсмены. Роналду установил одну у себя дома. Ночью восстановление продолжается автоматически. Его кровать стоит больше $100 тысяч. Жесткость и температура матраса меняются в течение ночи, следуя за фазами сна. Если пульс замедляется слишком сильно, кровать мягко вибрирует, стимулируя кровоток. Если тело принимает неправильное положение, матрас слегка поднимается с нужной стороны, корректируя осанку без пробуждения. Воздух в спальне медицинской ты. Фильтры того же класса, что используются в операционных залах. Обновление воздуха каждые 3 минуты. Система ароматизации выпускает в воздух масла, лаванды и сандалового дерева, подобранные для снижения давления перед сном. Каждую ночь он засыпает в химически выверенном спокойствии. По имеющимся данным, Роналду также сотрудничает
с европейскими клиниками, специализирующимися на регенеративной медицине. Инъекции концентрированных стволовых клеток в суставы и мышечные ткани позволяют восстанавливать микроповреждения до того, как они становятся травмами. Каждый сеанс стоит больше $50 тысяч. Сита. Именно поэтому у него нет накопленных хронических повреждений, которые преследуют большинство футболистов его возраста. Его добавки – это отдельная история. Каждый месяц образцы крови отправляются в частные лаборатории. На основе результатов фармацевтические лаборатории в Швейцарии и соиспольняют индивидуальную формулу витаминов и аминокислот. Ничего с полки аптеки. Каждый флакон с его инициалами, датой выпуска и штрих-кодом, привязанным к его персональным данным. Общий годовой бюджет на биохакинг и поддержание физической формы, по оценкам, больше $10 миллионов. Но Роналду не считает деньги в этом контексте. Он считает годы. Каждая вложенная сумма – это попытка отодвинуть биологический предел чуть дальше. Пока другие спортсмены стареют по естественному сценарию, он, выстраивая этот сценарий, переписывает. И когда смотришь на все это в совокупности, на телзак смотришь, машины, самолеты, яхту, стиль, охрану и биотехнологии, начинаешь понимать, что за всем этим стоит нечто большее, чем просто о чем он думает давно. И это касается не его самого. И это касается Стиля. Деньги в определенный момент перестают быть целью. Они становятся инструментом. И то, как человек использует этот инструмент, говорит о нем больше, чем любой трофей или любой суперкар в гараже. На Мадейре, у самого океана, стоит здание, которое Роналду построил не для себя. Музеу CR7 – личный музей, обошедшийся примерно в $5 миллионов. Внутри хронология всей его карьеры. Первые бутсы, юношеские футболки, каждый золотой мяч, каждый крупный трофей. У входа стоит бронзовая статуя. Руки раскинуты в стороны, как в момент празднования гола. Тысячи людей приходят сюда каждую неделю. Для них это не просто экспозиция. Это доказательство того, что человек из маленького острова может стать легендой. Но это видимая часть. Есть другая, о которой почти не говорят. Роналду регулярно финансирует лечение тяжелобольных детей, оплачивает онкологические операции, поддерживает больницы в Португалии и Испании. Он делает это без пресс-релизов, без благотворительных гала-ужинов, без публичных объявлений. Когда на Мадейре наводнение уничтожило несколько медицинских отделений, он перевел $1 миллион напрямую на восстановление, без камер. Просто действие. Он финансирует молодежные футбольные академии в Португалии и Саудовской Аравии. Каждая обходится в несколько миллионов долларов в год. Внутри – жилье, репетиторы, программы питания, профессиональные тренеры. Идея не в том, чтобы вырастить слезнущего Роналду. Идея в том, чтобы дать тысячам детей из небогатых семей право мечтать о том же, о чем мечтал он сам в детстве. Сейчас, по имеющимся данным, он работает над чем-то значительно более масштабным – фондом CR7 Legacy Foundation. Детали пока закрыты, но в его окружении говорят о глобальной благотворительной сети, которая охватит детские больницы, образовательные программы и развитие спорта по всему миру. Система, которая будет работать и после него. И вот что важно. Когда Роналду приходит в больницу или молодежный центр, он не берет с собой съемочную группу. Он появляется тихо, жмет руки, подписывает футболки, слушает. Дети, которые его видят, не видят в нем просто футболиста. Они видят живое доказательство того, что невозможные мечты существуют не только в книгах. Его имя уже вписано в рекордные книги. Его статуи уже стоят у океана. Его музей уже открыт. Но то, что он строит сейчас, это не для истории футбола. Это для людей, которые никогда не выйдут на профессиональное поле, но которым нужно знать, путь из ничего в нечто невероятное реален.
Настоящий масштаб триллионерского образа жизни измеряется не количеством Bugatti в гараже. Он измеряется тем, сколько ты можешь отдать, и при этом не потерять ничего из того, что сделало тебя собой. И теперь, когда мы прошли весь этот путь, от криокамеры в 6 утра до фонда, который переживет его карьеру, остался последний вопрос. Тот, который важнее всего остального. Можно долго перечислять цифры. 300 миллионов за самолет, 300 миллионов за дворец. Но если остановиться только на этом, можно упустить самое главное. Потому что все, что мы видели на протяжении этого ролика, не результат удачи. Это результат системы. Жесткой, выверенной, работающей без выходных. Роналду относится к своей жизни так же, как относится к матчу. Изучение противника, точное исполнение, полное доминирование. Каждая деталь его существования, воздух в спальне, температура воды в джакузи, состав завтрака, угол наклона беговой дорожки, спроектировано сознательно. Ничего случайного. Большинство людей гонятся за комфортом, Роналду гонится за контролем. И именно в этом разница между тем, как живет богатый человек, и тем, как живет он. Дисциплина – это его личная форма роскоши. Не в смысле самоограничения. В смысле абсолютного владения собственной жизнью. Он оптимизировал тело как компанию, выстроил дома как машины. Относится ко времени как к валюте, невозобновляемой, конечной, бесценной. И при этом он не воспринимает все это как излишество. Для него это обслуживание. Обслуживание уровня, обслуживание идентичности, обслуживание легенды, которую он строил с тех пор, как был подростком на Мадейре без денег, без связей, но с абсолютной уверенностью в том, куда он идет. Сегодня ему почти 40, он все еще играет, все еще забивает, все еще первым приходит на тренировку и последним уходит. Потому что для Роналду финишной черты не существует. Есть только следующий уровень. Его жизнь – это не про деньги. Деньги – это побочный эффект. Его жизнь про то, что происходит, когда человек выбирает совершенство как единственный стандарт и не изменяет ему ни разу за 20 лет. Он живет во дворцах, которые выглядят как музеи. Ездит на машинах, которые звучат как гром. Ест завтрак под наблюдением команды ученых. Спит в кровати, которая следит за его пульсом. Летит в самолете, где потолок воспроизводит звезды над его родным островом. Это не случайность, это не везение, это проект. Один из самых масштабных личных проектов в истории спорта. И если ты смотрел до этого момента, ты уже понимаешь, что триллионерский образ жизни – это не про то, сколько у тебя есть. Это про то, насколько точно ты управляешь тем, что имеешь. Когда совершенство становится твоей нормой, ты перестаешь просто жить. Ты оставляешь след. Вот и все. Ты досмотрел до конца. И теперь ты знаешь то, что знают единицы. Ты видел настоящую жизнь человека, которого миллиарды людей считают просто футболистом. Дворец за 300 миллионов, гараж на 50 миллионов, самолеты, яхты, биотехнологии, охрана уровня государственной безопасности и секрет, ради которого все это построено. Но вот в чем дело. То, что ты увидел сегодня, это лишь верхушка. Потому что у нас есть еще истории, которые мы пока не рассказали, имена, которые мы пока не назвали, факты, которые мы пока придерживаем. И если ты хочешь быть первым, кто узнает их, есть только один способ не пропустить. Прямо сейчас. Не откладывая, нажми на кнопку подписки на канал Luxury Inside и обязательно включи колокольчик, потому что следующее видео выйдет неожиданно, и алгоритм не всегда показывает его тем, кто не подписан. Если это видео тебя зацепило, поставь лайк. Это занимает 1 секунду, но для нас это сигнал продолжать копать глубже и делать такие материалы чаще. И напиши в комментариях, что тебя удивило больше всего. Bugatti за 19 миллионов. Комната под водой на яхте. Кровать, которая следит за его пульсом.
Или то, ради чего он строит всю эту империю. Нам важно знать. Потому что следующее видео мы делаем для тебя. Luxury Inside. Здесь живут истории, которые не показывают нигде больше. До встречи. И помни, самое интересное всегда там, куда не пускают.